Всем здорово, с вами Дитрих. Привет. В топе тебя ждут различные жанры, от аркад до гоночек. Да ладно. Чтобы не пропустить свежие новинки, досмотри видос до конца, поставь лайк и не забудь о подписке, а мы погнали. Ну и откроет наш топ лучших новых игр на телефон динамичная, разнообразная и очень атмосферная стратегия. Называется она Courtyard Brawl. Эта игрушка умело сочетает в себе элементы Tower Defense, ролевой игры и стратегии, что делает игровой процесс и механику очень разнообразными. Твоей основной задачей в этой игре, братишка, станет защита собственной базы. Ты будешь одолевать противников, прокачивать героев и открывать доступ к уникальным предметам и могущественным артефактам, а они в свою очередь дадут весомое преимущество перед оппонентами в PvP режиме. А на следующем месте нас ждет действительно интересная пошаговая RPG, которую разрабатывали настоящие фанаты данного жанра. Несмотря на то, что геймплей и вертикальный, сеттинг и графика создают эффект, будто играешь в настоящую настольную игру. В игре очень реалистичное окружение. Нам нужно будет собрать группу из 3 персонажей – воина, мага и разбойника. Их постепенно нужно прокачивать и давать новые скиллы. Скиллы разделяются на автоматические и которые можно активировать в начале или конце битвы. По сути, в игре мы прыгаем по подземельям, встречаем троллей, скелетов и других монстров. Тропа порой петляет, так что стоит ожидать уникальное прохождение. Ну и конечно же, Fallen of the Round понравится всем олдскульным геймерам. Но если ты хочешь попробовать чего-то новенького, также скачивай по ссылкам в описании. Street Diver – увлекательный аркадный симулятор, где ты можешь выполнить безумные и опасные прыжки на разнообразных локациях. Будь то исторические места, обыденные пейзажи и даже футуристичные территории, тебя, братюня, ждет огромное количество интересных уровней. В них ты сможешь совершать захватывающие дух прыжки и получать массу положительных эмоций. Ну а чтобы успешно пройти уровень, необходимо не только сделать эпичный прыжок, но и точно, аккуратно приземлиться именно в отведенное место. В данной игре неплохо проработаны локации, каждый уровень обладает уникальным тематическим оформлением. В общем, достаточно неплохая развлекушечка на телефон. Скачивай и пробуй. Rust Knight – это аркадный рогалик с рисованной от руки графикой. Хотите знать сюжет? Здесь все интересно, но уже довольно знакомо. На земле практически не осталось людей. Помочь сможет только некое семя, но ведьма превратила его в монстра. Ну и соответственно последняя надежда человечества – это ваш главный герой – Ржавый Рыцарь. Ему предстоит сражаться с волнами врагов. Управление достаточно удобное, сенсорное и аркадное. Тебе, братюня, предстоит бегать в изометрическом виде по маленькой арене. Ну а там будут всякие роботы, которых нужно истребить. В игрушке достаточно прикольный саундтрек. Чтобы нанести урон по врагу, ты сначала должен направить на него меч, а потом сделать рывок. Но смотри, будь внимательным, потому что у рыцаря есть ограниченный уровень здоровья. Ну и как в реальной жизни, выносливость у него также будет не бесконечной. Уровни здесь разбиты на волны врагов. Изначально их будет не так уж и много, и урон от них будет не очень такой уж сильный. Ну и соответственно, чем дальше, тем круче. Кстати, вашего рыцаря можно прокачивать. А следующий рогалик из топа называется BIT. Как обычно по сюжету, над галактикой нависла опасность. Здесь, братишка, ты будешь посещать различные миры, повстречаешь немало сложных врагов. Все, что тебе нужно делать, это побеждать негодяев, находить более ценные предметы, оружие, и тогда ничто не помешает тебе стать великим героем. Впрочем, спасение мира — это не такая уж быстрая и легкая задача, поэтому запасись терпением, и тогда у тебя все получится, бро. Здесь есть прикольная сюжетная часть с уникальной историей для каждого персонажа и NPC. Также мне понравилась визуальная составляющая, разнообразные варианты концовок, скрытые секреты, которые предстоит обнаружить, и еще много всего интересного. Для любителей дрифта я представляю новую захватывающую гоночную аркаду. Здесь ты сможешь, братишка, проверить свои навыки дрифта против реальных людей со всего мира. Игрушка бесплатная и уже доступна к скачиванию. В Hot Slide ты можешь собирать и улучшать автомобили, соревноваться в одиночном и командных режимах. В этой игрушке тебя ожидают различные виды автомобилей: маскл-кары, уличные тачки, суперкары и внедорожники. Выбери ту тачку, которая тебе по душе, и вперед нагибать соперников.
Warhammer 40 000 Mechanius. Это порт с ПК пошаговой стратегии от Warhammer. На телефон геймеры, кроме оригинальной кампании, получат еще одно дополнение. Разработчики нас уверяют, что уровни сделаны вручную. Здесь под свой контроль мы возьмем техножрецов, которых надо постепенно прокачивать. И в конечном итоге их можно настолько прокачать, что они будут похожи на одного из злодеев Marvel. У каждого персонажа свои мотивы, и это очень круто. Нас игра будет постоянно подталкивать на риск, потому что именно от него зависит награда. Мы будем принимать непростые решения и защищать ковчег под названием Cestus Metallicon. Если получить достижение, то откроется некая мощная способность, которую можно использовать раз за миссию. Dive in Past. Игрушка, где ты в роли дайвера сможешь как следует прочесать Средиземное море, который скрывает не только невероятное количество затонувших кораблей, но также восхитительные истории, тайны и загадки. Здесь тебе, братишка, придется путешествовать по глубинам моря, исследовать локации, отыскивать затонувшие современные и даже древние корабли. Но помимо кораблей еще целые подводные города, которые нужно будет изучить, раскрывать их тайны и причины потопления. В начале игры Dive in Past у тебя в руках окажется таинственный дневник, в котором будут храниться подсказки, интриги и тайны. В процессе игры нужно решать некоторые головоломки, исследовать атмосферные локации, помогать героям узнать истину и многое другое. Следующая игрушка из топа лучших новинок посвящается всем любителям Among Us Suspects. Таинственный особняк. Это очень увлекательная детективная игра. Извините, вы детектив? Да, могу чем-то помочь? Я не резала ее эти трусы, ее мужские трусы. Которая объединила в себе два популярных игровых жанра – аркадный экшен и логическая игра. Здесь ты, братишка, окажешься на территории довольно большого особняка и примешь участие в расследовании настоящего убийства. По сюжету игры пострадавшим стал один из ваших приятелей, а преступник все еще в числе вашего окружения. Ну и по канонам Among Us тебе придется объединиться с другими игроками, чтобы вычислить виновного. Ну а теперь давайте отвлечемся от всяких апокалипсисов и детективов, чтобы погрузиться в веселую и приключенческую игру. А называется она Family Farm Adventure. Здесь ты, братишка, выступишь в роли исследователя, который оказался на острове, на который еще не ступала нога человека. К твоей компании присоединится бесстрашный фотограф Фелиция и археолог по имени Тобби. Вместе с ними тебе предстоит разгадать самые невероятные тайны и загадки этого острова. Для начала тебе предстоит взять под контроль небольшие территории земель, возводить постройки, сажать первые семена, устраивать различные фестивали цветов и украшать ваши владения на ваш же вкус. Здесь ты, братишка, сможешь выполнять различные интересные задания, путешествовать по островам, знакомиться с уникальными героями и дикими животными. Также у тебя есть возможность собрать редкую коллекцию сокровищ, состоящую из древних артефактов. Ну а все это добро можно обменять с другими игроками, чтобы увеличить объем игровой валюты. Уходим с Земли и ферм прямиком в космос. По сеттингу она напоминает Eve Echoes, но ничего странного в этом нет. Блин, да почему бы и нет? Действительно, почему бы и нет? Взять удачные механики из ПК и консольных игр и подстраивать их под смартфоны. Пока что у проекта не самые лучшие, но и не самые худшие оценки в Play Market. И скорее всего я даже знаю, почему так произошло. Скорее всего потому, что была доступна загрузка, но сначала серваки не работали. В игре можно отметить отличную графику, музыку, анимацию, перевод, оптимизацию и местные механики. По сути, это мобильная стратегия, где мы должны отправлять различные флоты в точки на карте. Ну а на все эти наши завоевательные передвижения уходит время и ресурсы. Зона Dead Air. Очередная мобильная игрушка для любителей сталкера. Да ладно! Которая готова погрузить вас в незабываемый сеттинг чернобыльской зоны отчуждения. Правда, в Zona Dead Air разработчики решили отойти от привычного жанра в сторону смеси классической RPG и экшена с видом сверху. Здесь тебе, братишка, придется сражаться с многочисленными мутантами, находить неизвестные ранее и смертельно опасные аномалии, ну а также массу всего различного и не менее интересного. Как вы могли уже понять, что выживание здесь один из главных аспектов.
Также не забывайте бороться с голодом и жаждой и накапливайте ценные монетки. В зоне также есть возможность вступить в ряды сильнейших группировок, где ты обеспечишь себе надежную поддержку. Подписывайся на канал Петров про бизнес, если хочешь узнать, как люди с нуля поднимают многомиллионные бизнесы. Ссылочки будут в описании под видео. Ну а следующая игрушка из топа это Doom на минималках. Не в плане геймплея, а в плане графики. И это я считаю огромный плюс, ведь обычно не все новинки идут на слабые или средние телефоны. Mighty Doom это новое детище от известной студии разработчика Bethesda. Мы делали фаршированный окорочок. В этой мобильной игре тебя ждет очень интересное продолжение серии с видом сверху. Mighty Doom порадует тебя большим количеством затягивающих уровней с понятной игровой механикой. Здесь мы все так же будем сражаться с демонами, смертоносными боссами и будем проходить эпические локации. Хоть игра вроде и мультяшная, Mighty Doom обладает проработанным и атмосферным визуальным оформлением. И также, несмотря на первый взгляд, что это кажется какая-то детская игрушка, здесь буквально тонны всевозможного оружия, различной экипировки и практически безграничные возможности для прокачки вашего персонажа. Все это, естественно, вам понадобится для противостояний со смертоносными боссами, которых здесь полным-полно. Ну что ж, следующая игрушка из топа, как заявляют разработчики, инновационная мобильная ролевая игра. Также разработчики заявляют, что эта игрушка способна удовлетворить желания не только любителей RPG, но и вообще всех геймеров. Watcher of Realms — это настоящая классика жанра с элементами стратегии, в которой тебя, братишка, ждут пошаговые сражения с проработанным игровым миром и своей уникальной историей. Битвы в этой игре будут проходить с помощью различных карт со способностями. Каждая карта — это юнит с набором собственных характеристик и навыков, полезных в бою. Тысячи возможных комбинаций карт, десятки тысяч вариаций их использования и невероятные возможности для реализации самых дерзких и неожиданных стратегий в бою. Тебе, бро, будет доступна коллекция из 50 разнообразных юнитов и 7 различных их видов. А также в игре стоит отметить потрясающие визуальные и звуковые эффекты, а также незабываемую атмосферу, которая оставит лишь самые приятные впечатления от игры. Ну шо, братюни, следующая игрушка из топа еще не вышла, но чтобы потом не кричали, что я вас не предупреждал, расчехляйте свои телефоны и VPN, ведь скоро выйдет Apex Legends Mobile. Но давайте немножко о самой игрушке. Чтобы вы там сразу себе чего-то там не надумывали, это не будет точная копия игры с ПК. Пошло все в пизду! Apex Legends Mobile будет отдельным клиентом, по типу как PUBG Mobile или Call of Duty Mobile. В ALM нас ждет сенсорное управление. Пока что о контроллерах ничего не известно. Так что да, скорее всего и кроссплея с ПК тоже не будет. Зато что стоит ожидать, так это отдельные боевые пропуски, косметику и скины. Все, ладно, этот большой топ подошел к концу. Спасибо, что ты досмотрел его до конца. Рекомендую тебе посмотреть другие топы на канале, а также рекомендую подписаться и нажать колокольчик. В общем, короче, кликайте там, понакликивайте всего и оставайтесь в курсах. Ну а на сегодня все. Всех обнял, всем удачи и пока-пока.